Во время «Войн клонов» Энакин Скайуокер выделялся среди других джедаев не только своим нестандартным мышлением, стилем боя и методами ведения войны, но и внешним видом. Его доспехи были заметно темнее и включали уникальные элементы дизайна, которые отличали их от брони других рыцарей-джедаев. Те, в свою очередь, использовали модифицированную экипировку солдат-клонов, что подчеркивало их связь с Великой Армией Республики и обеспечивало базовую защиту от бластерного огня. Однако Энакин поступил иначе. И вместо того, чтобы адаптировать под себя части брони клонов, как это сделал Оби-Ван Кеноби и другие генералы-джедаи, он выбрал доспехи времен Старой Республики, которые обнаружил в храме джедаев. В рамках дополнительных материалов к сериалу «Ахсока» Дэйв Филони поделился подробностями о том, откуда появилась эта броня. По его словам, доспехи Энакина представляли собой закаленный в боях артефакт, найденный им в хранилище храма джедаев. Эта броня датировалась эпохой, в которой Орден еще активно вел войны с ситхами и служила напоминанием о временах, когда джедаи были не только дипломатами, но и воинами. В ту далекую эпоху ситхи представляли серьезную угрозу, поэтому мастера-джедаи были вынуждены совершенствовать свою экипировку для лучшей выживаемости в бою. Когда пришло время отказаться от военного образа жизни и стать хранителями мира, созданные ими доспехи утратили свою актуальность и были убраны в хранилищах храма. Именно там, среди множества других артефактов, их и обнаружил Скайуокер, и они сразу же пробудили в нем любопытство. Всегда стремившийся к независимости и обладавший стратегическим мышлением, он увидел в них как символическое, так и практическое преимущество. Энакин понимал, что войны клонов бросали ему новые вызовы не только как лидеру и командиру, но и как воину, которому требовалась надежная защита в бою. Поэтому, в отличие от других джедаев, использовавших частично модифицированную броню клонов, он выбрал для себя проверенные временем доспехи, уже показавшие свою надежность в предыдущих войнах. В сравнении с броней клонов, рассчитанной на отражение бластерного огня, они были способны выдержать удары светового меча, поскольку рыцари-джедаи Старой Республики разрабатывали их специально для борьбы с ситхами. Решение носить подобные доспехи свидетельствует о том, что Скайуокер с самого начала войны готовился к личным дуэлям с темными лордами. Ранее он уже сталкивался с графом Дуку и потерпел поражение. Поэтому, когда пришло время облачиться в доспехи клонов, Энакин решил поискать комплект, который защитил бы его от единственной группы, которую он считал для себя по-настоящему серьезной угрозой, а именно от ситхов. Скайуокер прекрасно понимал, что в этой войне его главными врагами станут не бездушные дроиды, а адепты темной стороны и их приспешники. И опасения молодого джедая вскоре подтвердились. Войны клонов стали временем, когда темные силы снова вернулись на поле боя. Помимо графа Дуку, в их числе оказались Асаш Вентрес, Дарт Мол и Саваш Оппресс. Стоит также отметить и генерала Гривуса, который хоть и не владел силой, но его мастерство в бою на световых мечах делало его поистине страшным противником. Так что, с учетом новых реалий, решение Энакина надеть доспехи времен Старой Республики выглядит вполне оправданным. К тому же, эта броня могла иметь для Энакина важное символическое значение, связывая его с легендарными воинами прошлого, такими как генерал Ход или Валентайн Фарфала, которые сражались с Братством Тьмы 1000 лет назад. Кроме того, этот выбор доспехов можно рассматривать и как форму протеста молодого Скайуокера против системы Ордена Джедаев. Он мог носить броню Старой Республики не только из-за ее лучшей защиты по сравнению с доспехами клонов, но и потому, что она представляла эпоху, когда у джедаев было больше решимости. Время, когда они тверже стояли за свои принципы, чего, по его мнению, как раз-таки не хватало нынешним представителям Ордена. Более темная туника и броня Старой Республики. Совету это явно не нравилось, потому что подчеркивало тот факт, что Энакин Скайуокер был другим типом джедая. Бунтарем, настоящим воином Ордена, тем, кто не боялся бросить вызов их системе. Что-то невиданное с тех давних времен, когда джедаи
по праву считались лучшими бойцами и лидерами на поле боя, вне зависимости от того, кто оказывался их противником. Так что решение Энакина носить древние доспехи, по всей видимости, было не просто вопросом безопасности, а осознанным выбором, отражающим его взгляды, характер и нежелание следовать правилам Совета джедаев. И это стало еще одним свидетельством того, что Энакин всегда был человеком, идущим своим путем, даже если этот путь, в конце концов, и привел его к падению. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.